Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделю с 20 по 26 июля. Я напомню, что это расклад, который мы делаем на неделю с понедельника по воскресенье. То есть на каждый день недели достаем отдельную карту. Сначала из основной колоды, затем из колоды дополнительной. Колоды я уже перетасовала для экономии времени, как это делала ранее. Давайте начнем. Давайте посмотрим, что у вас выпадет по дням недели. Но прежде всего хочу еще раз напомнить, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк, простите, или сообщение под этим видео. Я буду знать, что не зря этот расклад для вас сегодня сделала. Итак, давайте посмотрим, Водолеи. Первая карта, которая есть у вас, это карта Мага в понедельник. На вторник десятка жезлов, девятка пентаклей в среду, четверг принцесса пентаклей, девятка кубков в пятницу, туз кубков в субботу и карта мира в воскресенье. Итак, первая карта, которая есть у нас здесь, это карта мага, карта волшебника, карта человека, который способен достигать потрясающих просто результатов благодаря своим знаниям, умениям, благодаря всем тем инструментам, которые у него есть. Здесь очень много активности, энергии, вдохновения, которое вы используете на полную, потому что по девятке кубков вы добиваетесь успеха этими действиями или материального благополучия. В принципе, чего-то того, что делает вас счастливыми. Потому что девятка кубков, она о достатке, о счастье, о каких-то излишествах, может быть, даже о чем-то, что вами воспринимается как праздник, как что-то, что можно отметить. Девятка кубков. Следующая карта у вас карта десятка жезлов. Здесь ощущение загруженности делами, понимание, что нужно здесь решить какие-то вопросы по десятке жезлов, которые даются тяжело. Может быть, по десятке жезлов вам нужно быть решительными, чтобы довести начатое до конца какое-то дело, но ваша решительность окупится, обязательно получится доделать нечто, справиться с какой-то задачей, даже если она дается вам очень тяжело, даже если она дается вам через силу. Даже если вы чувствуете какое-то давление со стороны или влияние кого-то со стороны, кто пытается вам каким-то образом помешать, или здесь может быть даже какая-то скрытность со стороны других людей, но вы все равно идете по намеченному пути, стараетесь довести начатое дело до конца. И по королеве пентаклей, если это касается работы, то это принесет вам деньги. То есть по королеве пентаклей принесет хороший результат материальный, финансовый, или принесет какую-то стабильность, уверенность в завтрашнем дне благодаря вашей настойчивости и решительности вот здесь и сейчас, да, во вторник. Может быть, здесь какая-то ситуация, связанная с земным знаком зодиака и ощущение какой-то скрытности в общении с таким человеком, то есть девы, тельцы или козероги. Но в любом случае карта достаточно хорошая для работы, поэтому обратите на это внимание. И дальше у вас еще и девятка пентаклей есть, которая тоже говорит о материальном благополучии, о достатке, о том, что вы можете успешно завершить какую-то работу, получить за нее хорошую выплату. То есть вы ощущаете успех от того, что вы делаете. И по восьмерке мечей, возможно, вместе с девяткой пентаклей, это завершение работы или вот это завершение, которое вы здесь имеете, да, в плане работы, которое приносит хорошие результаты, оно вызывало у вас ожидание неудачи, что, может быть, у меня не получится, или я с чем-то не справлюсь, или это неправильно то, что я делаю. Но в целом это ваше внутреннее только переживание. Здесь очень большой акцент делается на финансовое благополучие и на получение каких-то хороших выплат, результатов за проделанную вами работу, потому что вы действительно трудитесь, и вы получаете то, что вы заслужили своим трудом, своей работой. И вместе с принцессой пентаклей, с колесом фортуны, ощущение, что фортуна на вашей стороне, удача на вашей стороне. Вы можете получать какие-то выгодные предложения здесь, можете получать какие-то хорошие выгодные шансы от Вселенной, благодаря опять-таки тому, что вы прикладывали усилия, были усердны в том, что вы делали. Может быть, вы здесь были очень решительны, и благодаря вашим решительным действиям колесо фортуны крутится в вашу сторону, то есть вы его как будто бы раскачали в вашу пользу, в вашу сторону, и вы можете действительно здесь получать хорошие результаты. Из карты семерка кубков, которая дальше у вас есть, очень много фантазии есть,
Очень много размышлений о будущем, о вариантах будущего, которые вас ожидают вместе с семеркой кубков. Да, здесь она называется иллюзорный успех, потому что у вас, возможно, есть какие-то иллюзии и какие-то ложные представления о происходящем. Также вы можете себе что-то додумывать, придумывать, чересчур много фантазировать, и эти фантазии могут быть не совсем соответствовать, не совсем могут реальности, действительности. Но также здесь может быть и ситуация выбора вариантов, которые вам предлагаются, и вы стараетесь из этих вариантов выбрать наиболее подходящий вам, рассматривая их и думая, какой из них приведет к успеху ожидаемому. Снова хорошая карта. Восьмерка пентаклей. Карта, где вы размышляете о том, какой способ действия лучше применить, как лучше достичь успеха, какой результат приведет по восьмерке пентаклей к удаче, к хорошей возможности, к тому, что вы себе наметили или что вы себе спланировали. Но в любом случае здесь очень много размышлений об этом успехе, касающемся, наверное, работы. Дальше туз кубков в выходной день, в субботу, ощущение радостного нового начинания, может быть, каких-то радостных событий для вас, которые не останутся незамеченными. Может быть, здесь для кого-то, кто одинокий, влюбленность, возможность начать новые отношения, туз кубков, или какая-то хорошая возможность, которая дается, может быть, в отношении вашей семьи, если у вас есть семья, там, может быть, муж, жена, дети, да, то есть здесь какие-то радостные события. Может быть, если нет семьи, там, не знаю, может быть, какие-то семейные торжества, праздники ваши. Но в любом случае очень хорошая карта, потому что по десятке кубков это тоже ощущение счастья. И туз кубков — счастье, переполненность эмоциями, которые вы испытываете. И карта мир, которая есть у вас в воскресенье, и которая показывает ощущение триумфа, победы, достижения в чем-то и хорошего результата, который вы здесь имеете, чувство свободы, которое вы испытываете, потому что что-то завершилось и завершилось благополучно для вас. И по рыцарю жезлов очень много энтузиазма у вас связанного с вот этим вот успешным завершением, ликованием, победой, которую вы испытываете здесь. Совершенно хорошие карты у вас здесь выпали. Единственное, что, возможно, нужно быть внимательнее здесь вот к вторнику, но карты практически все у вас очень хорошие, с чем я вас поздравляю. Желаю всем водолеям всего самого наилучшего на предстоящей неделе. Пусть она у вас сложится максимально успешно, как и в нашем раскладе. Пишите ваши комментарии, оставляйте отзывы. Буду очень рада ответить на ваши сообщения. До скорого!